Это следовало ожидать. Закарий Фукали в воротах сборной Канады. Андрей Василевский играет в воротах сборной России. То есть, все в оптимальных составах команды наши выиграли вбрасывание и начинают организовывать свои действия. Так, пара защитников канадцев мы не представили. Пуе 15 номер, Экблат 5. Ну и канадцы в зоне соперников, в зоне нашей команды обосновались серьезно. И среднюю зону они перекрывают уже в первой смене. Шайб будет сегодня много, и моментов точно будет много у тех, ворот и у других. А бросать? Только через защитника, да. Гол! Вот так. Не мытьем, так катанием, да, не с пятачка, так с дальней дистанции. Да, возможно. Но, тем не менее, бросок Михаила Григоренко такой полубросок, полунаброс. Она может и так заползти, а кто-то может свой-чужой подставить клюшку конек. Пятая заброшенная шайба Григоренко на этом турнире. На наших ребят, они улыбаются. То есть нет вот этой напряженности в глазах, а камера ловит дамбу защитника канадской сборной. Смотреть, да, вот. Скорее всего. Да, от его конька, там еще Бушневич, по-моему, коснулся. И от конька дамбы действительно шайба оказывается в сетке. Ну, как говорят умные люди, считается. Да. Посмотрим, коснулся Бушневич? Нет, не коснулся Бушневич, да. Дамба, да, забил свои ворота. Ну, его шайба абсолютный, плюс к тому, он там пару раз помог. Миронов опять достал ему, да. Ой, бросает. Ну, правда, молодец, что спрятал. Да. Заметил, что вратарь перемещается влево от себя. Вот Фукали поедет влево сейчас. Вот он поедет сейчас. Ага. И вправо уже он не может. Ну вот. И попал, конечно, над плечом. Ну, да. Тут тоже очень ценно. Ну, прямо в девятку, да, чтобы паутину снял. Да, не зря его нам показывают. Действительно, есть некие проблемы канадцев с вратарями. В прошлом году, помнишь, тогда Хохлачев забил Сугану. Тоже, в общем-то. Ну, полетели канадцы, полетели. Титан. Я бы не говорил о вратарях. Я вчера уже высказался на эту тему. Мне кажется, проблема канадцев на этом чемпионате. Потому что есть умники, конечно. И Манта, и Друэн, и тот же Райнхард, 1 и 2, да, и Пуэ. По ходу всего турнира это продолжается. Удо. Вот, вот доигрались, да. Доигрались. К этому шло все на самом деле. И защитник Морриси забивает ответную шайбу. Да, с такой игрой только, конечно, этого можно было ждать. Так что все очень логично. Сейчас я боюсь, что наши еще больше будут, еще осторожнее будут играть. А канадцы сейчас полетят, у них эмоциональный подъем. Я боялся потому, что они вчера летели, ничего не забили, ничего практически не придумали. Вот, они любые могут быть, серо-буро-малиновые, средние, средненькие, но они все равно 2 раза подряд, 4 периода будут там в зоне, к Нафинов летели, там не забили. Что-то у них залетит, я очень этого боялся, конечно. А сейчас пойдет игра другая, конечно, и Морриси здорово подключился и подставил. Ведь вопросов-то нет. Но рассчитывать, что у них это вообще не получится ни разу, все-таки, наверное, было опасно. Да, позволять им так играть, так отдавать инициативу. Игра, да, давалась игра абсолютно. Ну вот видишь, загнали себя опять. Задоров. Мне казалось, что он так и издевательски пускает. Но там еще Лазар. 16 секунд. Бросок. Это не бросок поворотом. Это вброс шайбы в зону. Манта. Ну, Бучневич, поторопиться. Ну, может быть, иллюзия была, что он успевал к шайбе. Потому что мы еле ползаем. Да, сил нет никаких. А теперь спокойненько из зоны. Спокойненько из зоны. Пусть она хорошая ползет, но с бронзой. Да, как не мучилась, а родила. Да. Послевкусие осталось, но мы действительно беленьким удой это дело запьем сегодня, да? Вот. И, наверное, нам будет легче. Хотя игра давалась за старание, за характер, да, за вот через «не могу» ребятам респект. Нет, поздравим, безусловно, поздравим нашу команду. Забудем о том, что они заставили нас понервничать. И сами, я думаю, что нервничали не меньше нашего. Так что... По игре в третьем периоде вопросов много. Ребята, но канадцев вы сделали.